Привет всем любителям текстиля! А как вы думаете, можно ли сделать куртку из картофельных очисток? Или платье из кукурузной ботвы? Или рубашку из соевых бобов? Оказывается, можно. Такие волокна называются полилактидными. И именно о них сегодня мы и будем говорить. Причем производство таких волокон и изделий из них – это не отдаленное будущее, а наше настоящее. Впервые об этих волокнах я услышал в 1998 году во время зимних Олимпийских игр в японском Нагано. Тогда руководство Олимпиады объявило, что вся одежда обслуживающего персонала биоразлагаемая и сделана из картофельных очисток. Всего в мире выпускается около 110 миллионов тонн волокон, что при численности населения 8,1 миллиардов человек составляет около 13,5 килограмм волокна в год на одного человека. Задумайтесь над этой цифрой. Хотя, конечно, это распределение очень неравномерно по всему миру, в зависимости от климата и от экономики. Больше всего выпускается синтетических волокон, около 70 миллионов тонн. В первую очередь, конечно, полиэфирных, причем производство их ежегодно растет. Однако все синтетические волокна относятся к классу органических и производятся из продуктов нефтепереработки. Разведанные мировые запасы нефти составляют около 230 миллиардов тонн, и к концу нашего столетия они будут близки к истощению. В то же время потребность химических волокон будет непрерывно расти. Производство же натуральных волокон, хлопка, джута, льна, пеньки, шерсти, натурального шелка достигло в сумме примерно 35 миллионов тонн, и рассчитывать на существенное увеличение их производства не приходится, так как посевные площади и особенно водные ресурсы на Земле очень ограничены. Поэтому производство натуральных волокон в принципе приблизилось к своему пределу. В связи с этими факторами на смену или в дополнение к традиционным видам волокон должны прийти новые сырьевые ресурсы для их получения. Получение этих новых волокон основано на воспроизводимых растительных ресурсах, в первую очередь полисахаридах, которые получают методами биотехнологий. В настоящее время существует глобальная проблема загрязнения окружающей среды, что связано с накоплением неутилизированных полимеров, в том числе текстильных. Эта категория отходов практически не подвергается гниению и саморазрушению, они будут разрушаться тысячи лет. Они накапливаются, занимают земельные площади и загрязняют населенные пункты и водоемы. При их утилизации и сжигании выделяются ядовитые газы. Таким образом, промышленные и бытовые отходы полимерных изделий представляют очень большую экологическую опасность. Одним из путей решения такой проблемы является замена синтетических текстильных материалов, которые устойчивы к действию окружающей среды, на биоразлагаемые экологически чистые полимеры. Что это такое? Это такие полимеры, которые разлагаются после применения по назначению с образованием естественных побочных продуктов, таких как диоксид углерода, азот, вода, биомасса и неорганические соли. Полимер считается биоразлагаемым, если вся его масса разлагается в почве или в воде за период в 6 месяцев. Одним из наиболее перспективных биоразлагаемых полимеров является полилактид. Полилактид – это сложный полиэфир, мономером которого является молочная кислота. Молочную кислоту получают ферментацией сахаров, которые получают гидролизом полисахаридов и экстракцией из растительного сырья. Полилактид способен разлагаться в относительно мягких условиях под воздействием бактерий, образуя в конечном итоге диоксид углерода и воду, а значит является экологически безопасным. Исходным сырьем для таких волокон служит крахмал – маисовый, кукурузный, картофельный или меласса, получаемый при производстве сахара из сахарной свеклы или сахарного тростника, а также любые другие растения, которые содержат гексозаны. Эти исходные материалы подвергаются гидролизу с образованием глюкозы и других гексоз. Полученные гексозы подвергаются ферментации и трансформируются в молочную кислоту, которая очищается после перевода в дилактид, полимеризуется с получением полилактида. Полилактид – это такой прозрачный, бесцветный термопластичный полимер с температурой плавления 175-190 градусов Цельсия. Он устойчив к действию ультрафиолета, плохо воспламеняется и горит с небольшим выделением дыма. Из полилактида можно делать биоразлагаемый пластик, например, для одноразовой посуды, а можно и текстильные волокна. Получение волокон и нити осуществляется самым обычным традиционным формованием, как любое другое синтетическое волокно. Причем этот процесс является практически безотходным. Важнейшим возобновляемым сырьем для таких волокон является целлюлоза и другие полисахариды растений, которые могут произрастать в самом широком диапазоне климатических условий.
Целлюлоза и другие полисахариды образуются из простейших веществ, присутствующих в окружающей среде – СО2 и H2O, путем фотосинтеза с использованием энергии солнечного излучения. Все знают, что фотосинтез органического вещества в растениях происходит вследствие поглощения солнечной радиации. Целлюлоза и родственные ей полисахариды являются самыми распространенными веществами биомассы земного шара. Количество синтезируемой в биосфере целлюлозы составляет около 55 миллиардов тонн в год, то есть практически неограниченные ресурсы. И они несоизмеримо дешевле применяемого нефтехимического сырья. Вот посмотрите годовой объем производства некоторых видов сырья для их производства. Например, соломы, пшеницы, риса, овса, льна или травы составляет 1145 миллионов тонн, стебли кукурузы или хлопка 970 миллионов тонн, а выжимки сахарного тростника 75 миллионов тонн. Огромное количество, и добывать не нужно, как нефть, они прямо на земле находятся. Поэтому из этих данных хорошо видно, что органическая биомасса является неисчерпаемым сырьевым ресурсом, который может быть постоянным источником сырья для промышленности. По своим показателям полилактидные волокна занимают промежуточное положение между целлюлозными и синтетическими, но ближе к последним. Например, температура плавления полилактидных волокон близка к полипропиленовым и немножко ниже, чем полиамидных типа капрона или найлона 6. Эти волокна устойчивы к атмосферным и другим эксплуатационным воздействиям, а в ряде случаев даже превосходят синтетические волокна. Здесь мы видим, что плотность полилактидного волокна меньше, чем полиэфирного, но чуть больше, чем полиамидного. По гигроскопичности они примерно одинаковые, а по разрывной нагрузке вот эти полилактидные волокна из растений, они сопоставимы с наиболее известными экземплярами синтетических волокон – полиэфирными и полиамидными. По разрывному удлинению также сопоставимы, а по эластическому восстановлению даже выше, чем у полиамидных и полиэфирных. Теперь сравним процессы получения целлюлозных волокон типа вискозных или лиоцелл и полилактидных волокон. Для искусственных волокон исходным сырьем является древесина, для полилактидных сельскохозяйственные отходы. Получение методом химической технологии для искусственных волокон, методы биотехнологий для полилактидных волокон. Целлюлоза является исходным сырьем для вискозных волокон и полилактид, соответственно, для биоволокон. Для формования используется формование из расплава для полилактидных и мокрое формование для искусственных волокон. Энергопотребление, обратите внимание, высокое у целлюлозных волокон и низкое для волокон полилактидных. И побочные продукты отсутствуют для получения полилактидных волокон. Эти продукты достаточно в большом количестве выделяются при производстве вискозных волокон. Мы видим, что при сравнении и с синтетическими, и с искусственными волокнами полилактидные выигрывают по энергопотреблению, по минимизации вредных отходов и выбросов в окружающую среду. Кроме того, к достоинствам полилактида можно отнести следующие особенности. Полилактид полностью биоразлагаем. Его разложение идет в два этапа. Сначала эфирные группы постепенно подвергают гидролизу водой для формирования молочной кислоты и прочих небольших молекул. Затем их разлагают с помощью микробов в определенной среде. Такие волокна в международной аббревиатуре называются PLA. Изделия из них при компостировании полностью разлагаются на воду и углекислый газ за период от 20 до 90 дней. Во-вторых, полилактид и продукты его разложения не токсичны для организма человека. В-третьих, полилактид получают из возобновляемого природного сырья, которое образуется каждый год в огромном количестве. Четвертое. Для получения полилактида затрачивается почти в 2 раза меньше энергии, чем при производстве полимеров на нефтяной основе. Все эти факторы говорят о том, что многотоннажное производство таких полилактидных волокон очень перспективно. Давайте сравним технологии получения полилактидных и обычных синтетических волокон с точки зрения экологичности производства и утилизации. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту таблицу. То самое главное мы отметим, что для полилактидных волокон исходное сырье возобновляемое, для полиэфирных невозобновляемое. Что еще для нас важно? Что биоразрушение волокон и текстиля происходит полное в течение непродолжительного времени для полилактидных волокон, полиэфирные волокна полностью устойчивы к биоразрушению. Энергопотребление в цикле производства почти в 2 раза меньше, и выделение СО2 при производстве в атмосферу
также почти в 2 раза меньше у полилактидных волокон. Полилактидные волокна выпускаются в виде самых обычных комплексных химических нитей самого широкого ассортимента, даже включая микроволокно, а также штапельных волокон для получения пряжи, мононити и нетканых материалов прямого формования, спанбонд. Может быть, вы видели на некоторых маркетплейсах соевое волокно или изделия из соевого волокна. Так вот, это как раз таки относится к группе полилактидных волокон. Толщина волокон полилактида может варьироваться в очень широких пределах. От 0,088 текс, это практически толщина микроволокна, до 0,55 текс, это очень грубое волокно, что говорит о широком применении таких полилактидных волокон. Длина волокон также может быть любой, от 5 до 150 мм. Усадка их от 5 до 25% при нагревании при температуре 80 градусов в течение 10 минут. Полилактидные волокна имеют безопасное использование для сельского хозяйства, лесной, морской и нефтегазовой промышленности. Например, нетканый материал из них применяется в качестве укрытия для растений, чтобы защитить молодые растения от прямых солнечных лучей. Эти материалы затем разлагаются на месте, так что их не нужно собирать, когда они больше не нужны, а затем хранить или утилизировать. Вместо этого желательно, чтобы разложение происходило в почве, где микробы могут потреблять их продукты разложения. Из полилактида можно делать контейнеры, питьевые стаканчики, стаканчики для мороженого и салатов, оберточную пленку, столовые приборы, тарелки, подносы, упаковку для пищевых продуктов, косметики, имплантанты для медицины, бутылки для молока, соков, воды, но только не для газированных напитков, так как ПЛА пропускает углекислый газ. Из ПЛА также изготавливают игрушки, корпусы сотовых телефонов, компьютерные мышки. В нефти и газодобывающей отрасли в качестве сорбента для ликвидации выбросов. Может применяться для добычи различных видов углеводородов, жидких и газообразных. Сохраняет свои свойства на большой глубине до минус 3000 метров и более. Действует при высокой температуре 150 градусов и выше. Также, благодаря своей биосовместимости и биоразлагаемости, полилактид находит широкое применение в медицине. Это компоненты для регенерации тканей, системы доставки препаратов или покрывные мембраны, а также медицинские импланты и медицинские устройства, например, фиксационные стержни, пластины, штифты, шовные материалы или изделия для дерматологической обработки, например, материалы для восстановления поврежденных тканей. Полилактидные волокна могут применяться и для традиционного текстиля, рубашек, ковров, постельных принадлежностей, матрасов, спортивной одежды и так далее. Это объясняется тем, что полилактид характеризуется низким поглощением влаги и хорошей стойкостью к действию ультрафиолетового излучения. Например, спортивная майка из полилактида легко впитывает пот, а после использования ее можно просто бросить в компост, и через 3 месяца майка превратится в углекислый газ и воду. На человеке такая одежда не разлагается, можно не бояться остаться голым посреди улицы. Также данный полимер незаменим в качестве материала для печати на 3D принтер. Первый патент на способ промышленного получения ПЛА был выдан известной хорошо нам уже компанией DuPont еще в 1954 году. Однако коммерциализация этого биопластика началась лишь в 21 веке. В 2002 году в городе Блэр в США фирмой NatureWork был запущен завод мощностью 140 тысяч тонн по производству ПЛА из глюкозы и кукурузного крахмала. Сегодня мощность этого завода уже превысили 280 тысяч тонн. Продукцию завода Blair перерабатывает множество компаний, только в Европе их более 30. Основные компании, выпускающие сегодня биопластик, это Braskem, NatureWorks США, Novamont Spa Испания, Indorama Ventures США Индия, Total Corbion Нидерланды, ну и также есть китайские и японские компании. К слову сказать, мировая упаковочная индустрия прирастает очень быстро. Азиатско-Тихоокеанский регион уже включает в себя наиболее значимые производственные мощности по производству биопластика, всего около 45% их мировое производство. Более того, растущая экологическая осведомленность нас, потребителей, и строгий запрет правительства на выпуск обычного неразлагаемого пластика для упаковки и одноразовой посуды в таких странах, как Китай, Индия, Япония, Бангладеш, способствовали в значительной степени потреблению биопластика в регионе. Посмотрите на карте, какие страны и регионы сегодня используют биоразлагаемый пластик.
Хорошо видно, что такой биоразлагаемый пластик широко применяют в странах Юго-Восточной Азии, в Австралии, немножко меньше в США и в Канаде, и совсем мало в Африке, Европе и в России. Ну а в Гренландии, как вы видите, совсем не применяют. Мировое производство биопластика уже составляет более 2 миллионов тонн, и по прогнозам экономистов этот рынок удвоится к 2029 году. Рассмотрим несколько видов полилактидных волокон. Ну, например, волокно Ingeo получают на фирме Cargill Dow США из отходов кукурузы, из ферментированного кукурузного сахара. Волокно получают путем кипячения кукурузы в течение 30-40 часов при температуре 36 градусов, чтобы она набухла и смягчила шелуху. Затем происходит фильтрация и измельчение примесей в кукурузе, чтобы отделить крахмал, который превращается в сахар. В процессе ферментации микробы превращают сахар в молочную кислоту, из которой получают полилактид и волокна из него. Ingeo сочетает свойства натуральных и синтетических волокон, обеспечивает хорошие гигроскопические свойства, высокую стойкость к окраске, гипоаллергенные свойства и устойчивость к действию ультрафиолетового излучения, а также оно прочное, имеет низкую горючесть и высокую мягкость. Волокно Ingeo используется как внутренний материал для постельных принадлежностей, для обивки одеял, матрасов, подушек, для обтяжки мебели, при производстве ковров и также для создания одежды. Кстати, волокна ПЛА можно смешивать и с другими волокнами, такими как хлопок, вискоза и шерсть, для производства различных видов пряжи и тканей, которые в том числе используются для одежды, для мужских рубашек, для униформы и для повседневной одежды. Еще одно волокно – соя. Разработана фирмой Itochu Corporation Японии из маслянистой сои. В состав входит белок соевых бобов, чистый или в смеси с хлопком. Линейная плотность и длина соевых волокон позволяют их перерабатывать в сочетании с длинноволокнистым хлопком в том числе. Волокно мягкое, имеет повышенную прочность, хорошо сохраняет тепло и даже обладает антибактериальными свойствами. Также оно является воздухопроницаемым. Хорошо подвергается биоразложению и экологически безопасно. И еще одно волокно Sisal Active, разработано фирмой Zimmer, Германии, из морских водорослей. Перерабатывается в чистом виде или в смеси с волокном лиоцел, хлопком или с полиэфирными волокнами. Применяется в основном для постельного белья, для подушек и одеял. Такое волокно Sisal производится с добавлением сильно измельченных водорослей, которые подмешиваются к раствору перед вытягиванием нити. Водоросли вместе с частицами серебра добавляются к раствору целлюлозы в виде порошка или жидкой суспензии. Поэтому за счет добавления серебра и проявляется затем у изделий антибактериальный эффект. Для максимального эффекта смесь должна содержать минимум 25% от этого волокна Sisal. Аминокислоты и минералы, содержащиеся в водоросли, высвобождаются под действием влаги от тела человека и принимают участие в восстановлении баланса кожи. Во время носки этих изделий постепенно высвобождаются частицы серебра, которые приводят к долговременному антибактериальному действию. В то же время целлюлозное волокно остается мягким и комфортным. Материалы из волокна Sisal также обладают стимулирующим эффектом для обновления клеток кожи. Вы, наверное, хотите меня спросить, если все так прекрасно, почему же промышленность целиком не переходит с синтетических на полилактидные волокна? Но дело в том, что пока технология достаточно дорогая, ей присущи некоторые недостатки. Во-первых, недостаточно высокая скорость разложения полилактида. Для устранения этого недостатка проводятся работы учеными по модификации полилактидных волокон. Во-вторых, затраты на оборудование для производства полилактида довольно большие, вследствие чего цена на биополимер тоже высока. Высокая стоимость затормаживает их внедрение, и пока они еще не выдерживают ценовой конкуренции с пластиком из нефтехимии. Третье. Полилактидные волокна обладают не кристаллической, как синтетические волокна, а аморфной структурой. Проблема этого аморфного состояния полилактидных полимеров заключается в том, что они являются липкими при рабочих температурах. Следовательно, они могут прилипать к оборудованию, что приводит к массе проблем, включая обрывы волокон, частые остановки линий, слипание отдельных филаментов и образование таких комков биомассы. Следовательно, необходимы особые условия хранения и обращения с этим волокном. Кроме того, волокно имеет низкую температуру стеклования, около 55 градусов, невысокую пластичность, ударную разрывную нагрузку и жесткость, что ограничивает его использование по сравнению с другими термопластами.
Несмотря на это, полилактиды являются очень перспективными биополимерами, хотя и составляют пока небольшую долю мирового рынка пластмасс. Согласно заключению недавнего отчета по биоразлагаемым материалам, доля этих материалов на рынке составляет всего несколько процентов. Вместе с тем, осознание той реальной цены, которую человечество должно платить за сохранение среды своего обитания, так или иначе придет к введению серьезных ограничений на использование неразрушающихся изделий массового спроса и переходу к пусть более дорогим, но более экологичным материалам. На этом пути, как я вам сегодня говорил, уже стоят многие страны Юго-Восточной Азии. Поэтому крупнейшие частные компании, научные центры многих стран занимаются поисками новых, более дешевых технологий получения биопластика. Ну а мы с вами будем ждать появления массово на рынке экологически безопасных биоразлагаемых волокон из полностью возобновляемого сырья. Не забывайте подписываться. Если же вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании. Всем привет!